Приветствую, друзья! Главной новостью сегодня стал вчерашний прорыв русской армии на 11-15 километров. И на карте можно заметить, где примерно это произошло. И, собственно, здесь нужно отметить, что, конечно же, это стало очень серьезной работой, которая велась на протяжении многих месяцев центральной группировкой войск нашей русской армии. И, естественно, такие результаты сейчас противника ввели в очень такой, знаете, серьезный ступор. И различные офицеры натовской частной военной компании ВСУ на этом фоне начали поднимать уже в прямом смысле слова панику и истерику и обращаться к Зеленскому с просьбой просто обратить максимальное внимание на то, что происходит, потому что там фактически, со слов даже натовских наемников, начался обвал фронта, и, собственно, этот прорыв пока еще не знают, как будут купировать. Сейчас там идут серьезные бои, это касается и города Доброполья, и Покровска, и эти фактически вот города с натовской группировкой войск внутри могут очень скоро оказаться даже в котлах в прямом смысле этого слова, потому что очень много дорог снабжения русская армия с учетом рывка такого перерезала. Ну и, собственно, там ситуация продолжает для натовской ЧВК ВСУ ухудшаться, потому что останавливаться на достигнутом, естественно, никто не планирует. И, собственно, конечно, там сейчас идет массовое уничтожение натовской различной военной техники, ну и регулярно наносятся удары по различным натовским наемникам, которые засели в различных там укрепрайонах. Естественно, режим Зеленского в то направление бросил очень много своих резервов, которые копил много времени. Ну и, собственно, на это также был расчет у русской армии, поэтому по данным резервам конкретно наносятся удары из РСЗО высокоточных. Естественно, работают активно наши FPV-дроны, дроны на оптоволокне, артиллерия, и по большому счету очень малому количеству этих резервов удастся все-таки добежать до реальной линии боевого соприкосновения. При этом, помимо различных натовских экспертов, даже уже титулованные нацисты обозначают, что ситуация такова. Сейчас очень много натовских наемников, офицеров кинули для того, чтобы ликвидировать прорыв русской армии. Однако, собственно, по словам даже того же вот Короткевича, в конечном итоге эти все персонажи с задачей не справятся и, собственно, останутся крайними. И это вот он также им просто ставит вину в отношении того, что он бы конкретно за такие вот задачи от режима Зеленского и от Пентагона явно бы не взялся. Ситуация осложняется тем, что у русской армии там очень большое количество дронов и, собственно, конечно же, группировка войск наша в том направлении готова к наступательным действиям, а это означает концентрация и командиров, и личного состава, и средств поражения в достаточном количестве. Это, конечно же, является залогом нормального продвижения вперед. И, конечно же, сейчас на протяжении суток будет проходить процедура закрепления, ну а дальше, конечно же, будут расширять прорыв для того, чтобы выйти на оперативный простор. Уже сообщают о том, что перерезана ключевая трасса снабжения на Покровск, но это, конечно же, далеко не все. Различные вот немецкие эксперты, вот, например, Джулиан Репке, вообще истерит настолько, что фактически очень скоро недорейк Зеленского может утратить вообще всю вот агломерацию вот городов на Донбассе, а это просто центральная линия обороны, которую выстраивали натовские наемники долгие годы, и это в конечном итоге может очень скоро рухнуть. Забавно то, что на этом фоне режим Зеленского делает пространные заявления, что натовская ЧВК ВСУ может вывести вот свои подразделения из Донецкой области в обмен на то, чтобы все-таки Российская Федерация также вот отошла с некоторых своих позиций, например, в Харьковской и Днепропетровской области. Ну и, конечно, эта вся история сейчас на фоне прорыва русской армии достаточно комично выглядит, потому что может так случиться, что пока, собственно, переговоры пройдут, то натовская ЧВК ВСУ в принципе в Донецкой области не останется, потому что они все просто, эти натовские наемники, сбегут со своих позиций. Это, конечно же, самый оптимистичный сценарий, но с учетом вот изнемождения натовской ЧВК ВСУ в многолетних боях, очевидно, такая история имеет место быть.
Для понимания интенсивности боев на Покровском направлении обратите внимание на видео с тех краев, и можно заметить, что вот обилие дронов на оптоволокне сейчас такое на поле боя, что сейчас просто этими вот оптоволоконными кабелями затянуты все поля и леса в том направлении. И это, конечно же, просто вот отмечает современный характер ведения войны в том регионе. При этом ВКС РФ продолжает наносить удары по местам скопления натовских наемников, причем делает это максимально результативно и даже попадает все это дело на видео. Ну и, конечно, также режимники Зеленского признали сегодня, что был прилет по полигону очередной, и там очень много погибших. Хотя режимники Зеленского, конечно же, занижают цифры, но все-таки наши данные говорят об обратном, о том, что там более 50 персонажей 200-е, ну и, собственно, под 70-80 человек тяжелые 300-е. По городу Доброполье также сейчас активно прилетают авиабомбы с модулем коррекции и планирования, потому что там режимники Зеленского делали очень много укрепрайонов и ставили ПВО на различные многоэтажки, и, конечно же, это просто бесследно не проходит. Ну и, естественно, по Сумской области продолжают наносить удары в очень жесткой форме, которые даже видны со спутников, потому что пожары после этого там фиксируют натовские спутники, которые вот анализируют ситуацию по пожарной обстановке. Режимники Зеленского в свою очередь обстреляли территорию возле Запорожской атомной электростанции, и там загорелась трава. Это вызвало определенное задымление, но ситуация контролируемая, и, конечно же, там уже местные власти и руководство атомной электростанции сообщило, что угрозы никакой объективно нет, и в этом плане это достаточно хорошие новости. На этом фоне наше российское ПВО очень качественно работает, и обратите внимание на вот обломок боевой части, конкретно вот натовской ракеты «Нептун», и весом в 150 килограммов. Так что вот такие вот, знаете, подарки сыпятся с неба после работы нашей ПВО. И, собственно, обратите внимание, что наше русское ПВО работает таким образом, чтобы сбить над жилыми застройками, над городом, тем более, конечно же, максимально не происходили. Поэтому, естественно, жертв среди мирных практически нет. А вот на международной арене уже даже целый министр обороны США подтвердил о том, что все-таки между Россией и США идут переговоры про обмен территориями в натовском внедрейхе, что прямо свидетельствует о том, кто же все-таки является хозяином внедрейхи Зеленского. Подобные заявления очень злят, например, британцев, французов, немцев, потому что они очень серьезно вложились в прокси-войну против России, а когда дело дошло до конкретных вот дальнейших вот ситуаций и развития событий, то США просто действуют как именно главный собственник и плевать на акционеров чуть поменьше. И поэтому сейчас, конечно же, британцы через Зеленского иногда даже огрызаются и озвучивают различные тезисы о том, что Зеленский чуть ли не вот будет самолично решать, как там будут проходить те или иные договоренности. Это, конечно же, вызывает вот смех, потому что на протяжении последних полугода уже настолько ярко показали все-таки, кто хозяин внедрейхи Зеленского, что подобные заявления просто вот воспринимаются уже как некие заявления из палаты номер 6 какого-нибудь дурдома. Чтобы как-то исправить ситуацию, Евросоюз и Британия делают вид, что они очень серьезно озабочены тем, что США ведут переговоры с Российской Федерацией и требуют все-таки места за столом переговоров. Но, скорее всего, им все-таки предусмотрели место где-нибудь под столом или где-нибудь за дверью, чтобы они там рядом где-то в прихожей сидели. Ну и, собственно, несмотря на то, что они хорохорятся, что они заводов там много строят на территории Евросоюза, несмотря на то, что они много громогласных заявлений делают, в итоге место Евросоюза и Британии в переговорной позиции все-таки либо под столом, либо где-нибудь за дверью. США также стараются на других направлениях не отставать от Российской Федерации, и вот уже вот первый корабль они на своих верфях построили ледокольного такого класса. Это, конечно же, еще не ледоколы, но тем не менее вот близко к этому. И сейчас, конечно же, для того, чтобы посоревноваться за Арктику, США будут таких кораблей строить, стараться, конечно же, максимально большое количество. Помимо этого, хотел бы обратить ваше внимание на, например, тактику развития американского ВПК. И вот уже мы видим якобы южнокорейский истребитель 5-го поколения КС-21. И чем-то он, конечно же, похож на
истребитель F-35 пятого поколения, который активно производит компания Lockheed Martin, самая такая крупная вот американская военная корпорация. И вроде как, знаете, это уже не американский самолет, вроде это южнокорейский уже самолет пятого поколения, и этот самолет уже пытаются вот продать и вот Объединенным Арабским Эмиратам, и даже Индии. И серьезно вот возят этот самолет и демонстрируют его как некое такое ноу-хау разработка Южной Кореи. Однако у понимающих людей, кроме иронии, это все ничего не вызывает, потому что данный самолет, конечно же, имеет радарную установку американского производства. Конечно же, двигатели в этом якобы южнокорейском самолете являются американо-британского производства. Естественно, программное обеспечение и много других центральных главных узлов и агрегатов, естественно, создают и, собственно, производят в США. И поэтому южнокорейского там в этом самолете, ну, мягко говоря, разве что сборка и некоторые вторичные детальки. Поэтому, конечно, говорить о том, что этот истребитель южнокорейский, это, ну, мягко говоря, преувеличение. Если говорить более реалистично, это крупноузловая сборка с небольшими доработками конкретно на территории Южной Кореи. При этом, кстати, Япония точно по такому же пути пошла с истребителем американским F-16, потому что якобы не камильфо было просто покупать у Америки истребители, то в Японии придумали крупноузловую сборку истребителей F-16 под названием вот Mitsubishi, значит, и какое-то название. И таким образом сейчас вот производят якобы вот не истребители F-16, но любой желающий, просто сравнив две фотографии американского F-16 и японского Mitsubishi, очевидно, что все-таки это один и тот же самолет, причем скопированный один в один, просто крупноузловая сборка этого истребителя производится в Японии. Из интересного можно добавить, что Китай просто закончил уже все свои дипломатические контакты с Чехией за агрессивную позицию в отношении КНР. Ну и, собственно, сейчас уже Си Цзиньпинь обозначил, что будет строить очень серьезный, безопасный мир вместе с Бразилией и другими странами БРИКС и укреплять именно вот экономическую кооперацию в этом направлении. А это, собственно, очень на руку, конечно же, в первую очередь нашей родине. В Молдове параллельно с этим режим Майя Санду продолжает держать в тюрьме Евгению Гуцул, которая является представителем Гагаузии. Но, тем не менее, мы видим, что режим Майя Санду этого политика кинул в тюрьму, и, конечно, уже Евгения призвала все-таки проводить акции гражданского неповиновения. Ну, а ее однопартийцы уже обозначили, что платить налоги в Молдавии, это означает финансировать террористический фактически режим Майя Санду. Ну и, конечно же, также вот акции неповиновения от соратников Евгении Гуцул будут присутствовать в полном объеме. На этом фоне в Соединенных Штатах Америки Трамп решил бороться с бомжами, и для того, чтобы бомжей все-таки победить, в Вашингтоне и во многих других городах против этих бомжей будут использовать целую нацгвардию и, естественно, еще армейские подразделения. И поэтому сейчас уже для того, чтобы бороться с бомжами, отправляют сотни, а то и тысячи даже от вооруженных до зубов вот нацгвардейцев, от солдат армии США. И вот даже некоторые мэры городов, например, в Чикаго, они даже отказываются пускать в свои города конкретно армию и нацгвардию, потому что все-таки как-то вспоминают, что эти вот бомжи – это тоже граждане США, и они имеют точно такие же права, как и олигархи в Соединенных Штатах, и, собственно, вспоминают периодически про вот эти все вот тонкости и нюансы, и, собственно, конечно же, такие решения вызывают бурю вот возмущений и эмоций в американском обществе. Ведь, получается, Трамп сейчас использует нацгвардию и армию против своего народа, потому что, конечно же, бомжи в США – это очень большая часть американского общества, и там десятки миллионов без преувеличения бездомных. И это, конечно же, следствие вот многолетней политики различных американских партий, в первую очередь, конечно же, и республиканцев, и демократов, потому что они фактически являются одним целым. И, собственно, здесь мы видим, что если Трамп и будет использовать массово армию против бомжей, то фактически сейчас армия США будут использовать максимально против народа США. Ну а в секторе Газа
параллельно с этим режим Нетаньяху продолжает геноцид, и от голода там уже умерло минимум 277 человек. И эти данные, конечно же, не точные, не будут расти, потому что, конечно же, посчитать там на той территории очень проблематично с учетом регулярных бомбардировок и крайне печальной гуманитарной ситуации. И за это сейчас просто очень не принято говорить на Западе, но по факту за этим голодом стоит режим Нетаньяху и лично Трамп. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также ни в коем случае не подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Но для тех, кто рискнет, все-таки ссылку я оставлю на всякий случай в описании. До скорого.